Всем салют, мы сейчас на Шри-Ланке, и я думаю, будет уместно начать вообще сюжет и, так сказать, экстренный выпуск с того места, где мы были 4 года назад, впервые на Шри-Ланке, останавливались в поселке Велигама, где мы сейчас находимся. И на фоне меня вот тот отель, где мы прожили первую неделю нашу на Шри-Ланке с ребятами, с которыми мы, кстати, опять же приехали, плюс еще с другими новыми нашими друзьями. Живем мы сейчас на Мирисе, но приехали погулять в Велигаму. Мы уже 2 дня, ну, полноценный день, наверное, провели только в Мирисе. Сегодня я там чуть уже посерфил, там поподгорали некоторые люди. Тротуары поделали, видите, как Велигама развивается понемногу, молодцы. Как уже на Таис схожи, знаете. Набережные, променад хоть какой-то есть, прогуляться где-то можно. Прикольно. Смотрит на меня, смотри. Сегодня мы намерены покушать креветок. Хотел сказать, что место очень развилось. Здесь намного меньше было движения. Это даже невзирая на то, что сейчас начало 22 года, январь. Туристы начали вот только возвращаться, я так понимаю. После серьезной пандемии года 2 прям было затишье. Нам местный парень рассказывал, что людей прям не было, туристов не было, сидели дома, ничего не делали. Там те, кто занимались туризмом, прям уже задумывались уезжать на заработки в другие страны. Ну, как многие, собственно, и делают. Мы с пополнением 4 года не были, и 2 года вот чем обвенчались. Мейка, дай 5. Молодец! Ой. Big one. Предлагает. How much for? Good one. 1400. Ага, 1400 килограмм такие креветочки предлагают. Готовы. Мы приценились, к примеру, у нас на Мирисе стоит 1810 штучек, потом в другом месте мы спрашивали, стоит 2500, там 20 штучек, ну то есть вы понимаете, здесь килограмм стоит 1400 рупий. Крутой, конечно, всегда ассортимент, бэйби осьминожки, ой, кальмары, оговорился, вон осьминоги большие, размеры, конечно, впечатляют, прикольно довольно. Да, круто, рынок немножко в других красках заиграл, он, ну, что ли, на левел выше стал, проще говоря. Так, что здесь? Там акула есть, тунец, дорада. Ну, здесь такой выбор, ага, есть мелкая креветка, кальмары. Уже вот тунец большой какой, огромный. Мы приехали на месяц, хотел сказать с ребятами, жена уже бабло просит. И еще какая информация, что вот 1400 стоит килограмм креветок, крупных, свежих, вот такого светлого цвета, как я до этого показывал. Это вдобавок с тем, что идет это с готовкой и с рисом. Вот такие креветки. 1 кило after 4 кило. Покажу те злачные места. Ну вот, даже проходики, смотрите, поприличнее как-то уже выглядят. Я не знаю, может быть, я как-то неправильно запомнил. Ну, а так, в принципе, все так же простенько. Единственное, с чего мы все прозрели четвером, которые здесь были до этого, мы удивились вот с той скалы. Мы ее вообще не помним. Ну, я вообще не помню. Я даже вот второй маленькой какой-то скалы я тоже не помню. Вот в той части все серфят, серф-кемпы там находятся, и мы намерены в любом случае позже приехать там посерфить. В Мирисе серфинг, так 2 слова скажу, что немножко другой, потому что он немножко от берега нужно отплыть, и там в каком-то промежутке под вами могут быть там по грудь, по плечи, и вы можете встать на камни. Я немножко поранился там
самую малость, короче говоря. Толком не покатался, быстро устал с непривычки, хотя относительно в бассейн ходил, готовился. Вот пляж Велигама, кто не помнит или кто не был, никогда не видел, вот так вот выглядит пляж. Здесь скромненькая часть, а вот там уже больше начинаются серф-кемпов, кафешки есть с этой стороны и с той стороны. Чуть интереснее, чуть-чуть убраннее, чуть чистее. Скажи, да, развитие пошло какое-то, я не думаю, знаю, через появилось. 5 лет Шри-Ланка может конкурировать С Таем? чуть-чуть с Таем, чуть-чуть с Бали. Кафешки как выглядит, как это вкусно, как это подают, как это выглядит и как мы тут ощущаем. А мы живем на Мирисе, это вот за этим, короче говоря, холмом мы минут 10 на тук-туке приехали. Собственно, все близко, это соседние деревни. Таисия, наша соседка, подруга, с нами приехала. Короче, дальше, да, мы по первую половину на Мирисе живем, вторую половину на Хикадуре. Вот такой закатик будем встречать, сейчас уже вечер. Оля купила мне какую-то рубашку, говорит, что это оверсайз. Я говорю, блин, она на 2 размера больше, это оверсайз, говорит, ты не шаришь. Это Говорит, чтобы он снимай поправился себя. и было куда пузо прятать. Я хочу скинуть там парочку килограмм, ну, не особо толстый, но я думаю, как раз моя норма чуть ниже на 1-2 килограмма, поэтому вот так. Короче говоря, не будем засорять эфир, сейчас нам принесут вкуснятину, сниму, покажу. Что сейчас будет на ваших экранах? Сейчас будет твориться вакханалия. Мы будем сейчас поедать и уничтожать самых долгожданных, самых классных, сочных, Вкусных и круто просто приготовленных. круто приготовленных шри-ланкийских креветок. Встречайте их. Их-то круто готовят, вот видите, с какой-то стравкой и Мы их так долго далее, и ждали. тому подобное. Знаете, сколько мы ждали? Аж 4 года с половиной, понимаете? Сейчас будет такое твориться, у меня уже слюнки текут, все, пока. Посчитали, что нам выгоднее оплачивать тук-тук. 400 рупий стоило из Мирисы доехать в Велигаму. 3 человека влазит в тук-тук. И нам дешевле получается приезжать на тук-туке сюда и кушать здесь креветки. Жена, приступай. Давай, я хочу запечатлеть и залицезреть, так сказать. Сейчас. Яна с ними, смотри. Яна? Ян давно уже ждала их, А в Тае помнишь кадр, когда я тебе чищенную даю а ты уже не на, хочешь. на безлимите тайского, а ты такой, не-не, я говорю, да я тебя почищу, давай, Ты не. мне говорил, что я буду проклинать, что я не доел ее в Киеве. Да, да. Ян, твоя креветка, доедай, Ян, на. Тот момент, когда Ян поглощает креветочку шри-ланкийскую. Свежак, нормально. Вот такой вкус только в Шри-Ланке, реально. Вот в Таиланде не другие. Вот этот соус, этот вот, Ну там и креветки другие, ты ж ну, помнишь? этот вот вкус, чесночный лучок, вот это только тут. Тут Боже, уже- это, я не знаю, это надо, можно все продать А, ради руки, этого. руки аж дрожат, и посмотрите на этого эпилептика. Извините, это была моя вторая персона, которая Да-да-да. вырвалась наружу. У меня там несколько их живет. Биополярочка, Биополярочка, да? да. Биополярочка. Сейчас я буду пробовать, смотрите. Смотрите, говорит. Завидуйте, да? Боже, хрустящая, чесночная, сливочная креветулька. Я тебя Чесночная ждала. сливочка. Я тебя ждала. Короче, ну как всегда, я выключаю и сам приступаю. Покажу вам наш отель, где мы будем жить 11 дней. Это поселок Мириса. Называется отель вот так. Немножко в глубинке, вон там вон дорога проходит. Будем 11 дней жить на Мирисе. И 19 дней жить в Хикадуве. Так выглядит отельчик. Эта часть, здесь живут люди, которые хозяева. А это вот сам кусочек вот этого вот, где проживают уже гости. Здесь раз, два, ну 3 этажа я вижу. Но, как я понял, этажа 2 заселенных точно. Сейчас посмотрим поближе. Я сам посмотрю наверх, загляну. Ну да, 3-й этаж тоже там
смотрю, что кто-то там проживает. Вот один номер, здесь живет Таисия, наша подруга, которая с нами прилетела. Вот номер, здесь еще номер наш, вот здесь. Прикольные такие аквариумы с рыбками. Так, а еще скажу, что перелет нам обошелся в $1000 на двоих, туда и обратно из Киева, кто не в курсе. Ты там не раздета? Короче, вот наш номерок. Здесь всего лишь вентилятор, нет кондиционера, но нам этого хватает. Видите, как фигачит нормально. Что хочу сказать, жена? Есть какие-то комментарии по поводу нашего номера? Ну, нам подходит вентилятор, у нас нет кондиционера здесь, мы, в принципе, привыкли уже, зато мы не болеем, ну, как бы, нету насморка, не болеем, не простуживаемся. Спать не жарко, правильно? Да, спать не жарко, переохлаждения нет из-за того, что нет кондиционера. Ну, кто как привык, но первый, конечно, день тяжеловато, пока ты внюхаешься в этот воздух, он густой, такое, как тяжело дышать, но без кондиционера все-таки лучше. Если у вас есть маленькие дети, то, конечно, кондиционер вам будет лучше. Да, но я, например, люблю прохладу, мне всегда жарко, но здесь под вентилятором мне вполне нормально и даже не на всю мощность. Единственное, что мы попросили вот такой еще стул, потому что негде что-то вот повесить, положить. И вот одна есть такая табуретка, маленький такой столик и вот такая вешалка по рынку, блин, Троещины, знаете, рынка. Ну, это наш такой хаотичный рынок. Да, туалет покажу быстро, довольно-таки просторный. Ну, в то же время просторный, и в принципе ничего больше не нужно. Этот номер нам обошелся в $150 на 11 дней на двоих с завтраком. Ну, завтрак я там на фотке, может, покажу. Завтрак вообще нормальный, можно наесться, да, нету такого, что ты останешься голодный. Самое главное, что есть яйцо, блинчик, кофе с молоком, фрукты и тосты, греночки, типа можно мазать джемиком, там намазывать. Да, масличком. дают масло, джем дают, да, кофе или чай на выбор. Через раз они чередуют яичницу или омлет, ну, короче, и фрукты дают. Достаточно с головой, я все не съедаю, у нас никто все не съедает. Короче, вот так. А ну и заодно у Оли чешутся руки, мы шли только что с пляжа, и я нашел кошелек с деньгами, я так шел возле остановки автобусной, среди какого-то там мусора, смотрю, какой-то кошелечек такой из ткани, простецкий, я такой ногой футбольнул, тяжеленький. Рядом стоял мужик вообще, ну, с другой стороне, отвернутый, думаю, блин, ну не его ли женский кошелек, правильно? Ну, я говорю, открыл, смотрю, быстренько денежку, говорю, Оля, ну бери, заберем, что остается, искать кто, ну, то есть все скажут, что мой, конечно же. Нет, судя по кошелечку, он женский, и это, наверное, все-таки кошелечек не местных жителей. Я хотел сказать, что немножко типа мучает совесть, что, может быть, нужно владельца было искать. Ну, как бы вы поступили? Мне кажется, странная ситуация, бегать и искать чей кошелек. Блин. Это было возле остановки, и вполне возможно, что человек просто заходя в автобус, в карман что-то ложил, и он выпал. Поэтому это на остановке прям было. А теперь давайте посмотрим час X, насколько же нам повезло. Я еще не открывала его. Оля так быстро еще домой не бежала. Ёпарасоте. А ну что там? Бляха-муха. Пятерочка есть. Смотрите, что тут есть. Еще и евро. Бля, посмотри, что так тут евро есть. 100 или что? 100 евро, глянь. Чуваки, это вообще, это я же говорю, что это кто-то потерял не местный жестко, явно. Жестко. 5000. Слушай, я не ожидал. 6. Так 100 евро, 7, блин, алло. 8, 9, Приехали. 9, сейчас, 9, 50, 9 тысяч уже. 9 тысяч, да? 9100, Оля 200, истерическая я в жизнь, шоке, слушай. 300. Не, ну я офигел со 100 евро, вот. Бляха, еще подождите, это еще не конец, 20, блин. 20 и еще там 20. И еще 20. Слушай, ну меня совесть начинает мучить, это прикинь, для кого какая-то потеря Да, для местного. 160, это не местный, Саша, это по-любому турист. У туристов только бывают и такие деньги. Ну ты меня чуть успокаиваешь, но у меня совесть Саша, что-то это грызет. только турист так может потерять. У местных они не носят с собой евро, Ну, у них только местные возможно. деньги. Ну прикинь, турист, вот ты турист, и ты, блин, там Прикинь, одинокая 160, девочка, и ты потеряла такую 160 сумму. евро. Ну слушай, ну все дается в жизни не просто так, значит нам нужно Короче, было это. ты ни в коем случае бы не вернула кошелек, да? Не, ну если женщина такая стоит и такая, ой, потеряла Ну да, кошелек, то, конечно. Мы Не, ну я сразу первым делом это бы, да, очень, это очень обидно, когда ты теряешь деньги. Я знаю, что такое потерять деньги, и это очень неприятно, и ты потом страдаешь, переживаешь из-за этого. Да. Ну блин, ну видите, не все так просто. Короче, мы ставки ставили, я думал, что там 1006 рупий, Итак, считаем. а оказалось, 5, это до хера в рупиях вообще. 8, 9, да, это до хрена. 9. Где почти 9400. я 9 вижу. 400, да, Да, 9 и 400. 160 Я евро. сейчас скажу, сколько это. И 160 евро. Я и тебя так говорю, нашел жемчужинку в клубе. 9400 это всего лишь $50.
Вот тут $50. А теперь переведи 160 евро. Напиши 160 евро вот здесь. Я не знаю. Что бы вы сделали на этом случае, в этом случае? Отдавать, бегать, искать, чё, блин? Ну такое. А в плане москитов были комарики, летали, мы купили баллончик за там $2, запшикали один раз, полчаса погуляли, чтобы проветрилось, все не подохли, тут их не особо много было. И фумигатор они дают, и мы свой привезли, у нас там в резинках 2 фумигатора включено, по москитам, каким-то жукам, муравьям вообще нормально, хотя здание построено, мы, проржали и не сразу поняли, без цемента, то есть между кирпичами щели иногда просматриваются, то есть даже так. О, Оля там уже расследование. Это по-любому турист. Что ММДМС покупать? какой-то, Риттер Спорт, это напиток, я так понимаю, и бургер Нет, какой-то. Риттер Спорт это ж шоколадка вроде. А, ну да, и бургер. Короче, это по-любому какие-то богатые иностранцы. Короче, тебе не жалко у них отнять столько денег. У этих у англиков нет. По-любому это кто-то из европейцев. Нет, это точно не местный, это однозначно, 100%. Расскажу, какие планы у нас еще. Мы ждем ребят, через пару дней приедут к нам еще 4 ребят, с которыми мы сюда летели, наши друзья давние, некоторых из них Оля вообще с детства знает. Будем активничать, на экскурсии хотим поехать, понырять с китами мы хотим, как минимум посмотреть на китов, и мы с ребятами хотим рискнуть, нырнуть и поплавать, пофридайвить, то есть без аквалангов, просто понырять и где-то рядышком поснимать с ними. Вроде бы не опасно, но стрёмно. Я на серфе когда катался, ребята рядышком русскоговорящие друг другу говорят: ой, там вон смотри, белая плавает, а я говорю: я извиняюсь спросить, что белая? Они говорят: акула. Я такой: ой, ёп, ПРСТ, как-то на берег резко захотелось, и они поржали с меня, там в Коломбо где-то чувака, дайвера, съела акула. То есть я вот думаю, стоит ли нырять с китами, бояться ли китов или акул, короче говоря, что... Я же забыла, тут еще копейки. Это точно, смотрите, европейцы. 2 евро, 2 евро, 2 евро. центы, это все в евро, смотрите. Так Вот, тайские, 50 так это вообще центов. тайские. Нет? Нет. А, это центы, Прикинь, мне это похоже, все кстати. европейские деньги. Вот 2 цента, 5, 20. Короче, это кто-то по-любому с Евросоюза потерял. Так, Вот ладно, 5. совесть свою там не это Ну не все, это не отмывай. местный, слава богу. Короче, бог тут ни при чем, я нашел кошелек. А я думаю, что мне купить на детей? На радость. Это жесть, он как, небольшой крокодил. Папа говорит, что А на нем, смотри, какая-то нитка намотанная, бедняга, Нитка, ага. А птица, смотри. За ним сразу. Поплыл. Смотри, как там грязно. Это ж стоки, канализация просто. Птица думает: нихера себе, он меня испугался. Прямое включение из ресторана Мериса Ай. Это и отельный комплекс, я так понимаю, и ресторан вместе на берегу океана. Вот здесь у них выкладка рыбы. Хотел сказать по поводу вообще качества и вкуса, да, Таисия? Да. Взяла, заказала индийское блюдо и чуть-чуть подофигела. Она любит острое, но я не ждал, что настолько острое. Эта тема вообще адская, да? Ну, да, около того. Давай скажем, это называлось у тебя карри, фиш-карри? Карри с рыбой, да. А, рис, Это карри здесь, с по фиш. идее, есть Мы вот спросили, где рыба. же рыба, она вон там. Это тунец, как Да, я понимаю? тунец. Ага. А ты это пробовала? Да. Тоже острая? Адски? Нет, не Вот такое это. какое-то, да. А ну пробуй. Но это как раз в карри оно должно быть вообще вкусное. Крутяк или такое себе? Ты пробуешь первый раз индийскую еду, можно сказать, вообще цивилизованную, не считая в самолете вот того. Не нравится? Подлива не нравится. У тебя что, спагетти? Сколько стоило? С таисинами карри. Сколько стоит? 1000. 1000 рупий. А твое блюдо? Помнишь цену? 900, по-моему. В районе того тоже Да, 900. да. А у меня индийская какая-то лапша, тоже с каким засушенным каким-то тунцом. Ну, вкусная, прикольная штучка. А стоит она тоже в районе 1000, да, вроде? Не, 800. Ну, эту 800? тему надо Блин, у меня вообще с распробовать. памятью траблы, наверное, какие-то. Конечно. Джус манго здесь 600. Ну, мы подешевле, по 350, по 400, да, пьем? У меня просто Расскажи. стакан пустой, Взяли легкий, грязный чей-то. пластиковый, но качественный. Вкусно было? Это было что? С маракуйей? Passion fruit вкусно. И мы сделали такой микс А, вы микс. манго... Хитруны. Да, манго-банан. Очень такой необычный вкус, прикольный. Мы на самом закате на Мерисе сегодня. Очень прикольно, колоритно, есть где погулять, люди ходят, развлекаются, кто-то еще вон с пляжа не ушел кусочек. Вон тут островок, по нему можно ориентироваться.
Ресторан Ай называется. Это прям выход возле мостика. Мостик, ну, точно это вот канава там. Сюда мы заходим. Мы утром вот там тусуемся, загораем. Живем мы здесь, ну, не знаю, 5 минут ходьбы, наверное. Очень прикольно здесь вообще в плане воздуха, атмосферы. Нам Мериса очень зашла. Мы здесь были когда-то проездом, но не жили. Сейчас уже пожили несколько дней. Прям, ну, пока наслаждаемся. Круто. Покажу по рыбке, какая есть рыба в этом заведении. Как тебя зовут, парень? Кушаны. Кушаны. Говорит по-русски, как я понимаю, очень неплохо. И спросил, на каком языке говорить. И я говорю, если знаешь русский, давай на русском. Мы вчера были в Велигаме, мы там кушали креветки, я рассказал, сколько стоят креветки, какие креветки, но я не рассказал про рыбу. А это креветки маленькие. Да, креветка, да. 10 штук полторы тысячи рублей это. Полторы. Ага. Картошки салат, рис, салат. Да, но мы такой кушали, рассказывали. Расскажи про рыбу, какая самая вкусная? Это красный окунь, очень Красный вкусный. окунь. Это. Да. Сколько стоит, скажи Это сразу? одну маленький 1000 рублей, большой полторы, 2000, 2500, одну большой рыба. Понятно. А это маленький барракуда. Маленькая барракуда. Барракуда. Сколько стоит? А это одну Одна. маленький 1000 рублей, это 2500 одну. 1000 рупий, 2500 по Да, купле. это очень большое. Какая рыба пользуется популярностью? Какую любишь ты? Какая самая вкусная для тебя? Давай это красный окунь. Красный Окунь окунь. очень вкусный, да. Мгм. А это не маленький кости, это большой кости. Пойдем Понял. дальше. Нет маленьких костей, ну окуня вы поняли, Рыба, это да, хищник, да. поэтому нет А костей. это большая креветка, это 5 креветка 2000 рублей. А, джамбо? Джамбо, да. Джамбо креветки, да. А это амару, одну маленький. Ага. Это 5500 большой. 5500 большой. Да. Одна штука, Одна ага. штука, давай. Это с рисом? Да, Это с готовкой? Или картошки салат, рис, салат, пойдем. Давай. Ага, понятно. Пока. Ну, такая ситуация. Я просто вспомнил, что мы на Велигаме-то были, а я про рыбу никакую не рассказал. По названиям там черт ногу сломит. Я там примерно окуня знаю, барракуду знаю, там тунца узнаю. Все остальное, ну, сложно ориентироваться, большой ассортимент. Здесь не самый большой ассортимент, но хотя бы что-то считал полезным вам рассказать, показать, чтобы вы примерно ориентировались. Но лучше спрашивать, конечно же, у них самих, то есть какая вкусная, чтобы он сам поел, какую рекомендует. Чаще всего он, ну, если он работает здесь каждый день, вы его там уже видите, знаете, ну, встречали его не раз, то есть он, в принципе, обманывать, ну, не должен. Ну, нюхайте, смотрите, понятно, чтобы это было все свежее и так далее. Чаще всего цена уже идет с готовкой и рис включен, included, ну, грубо говоря, все, в принципе. Иногда можно уболтать их с каким-то салатом, может, чтобы вам подали, как мы это делали 4 года назад. Все, я пойду свою лапшу доедать. Чем же можно заняться на пляже Мериса? Хотел посвятить вас и себе на память запечатлеть. Короче говоря, какие есть развлекаловки вообще, чем можно увлечь себя. Вечером это, понятно, променад, погулять. Здесь довольно-таки весело, прикольно, свежий, классный воздух, шум океана. Многие купаются, куражатся на волнах. Можно покушать морепродукты, я вчера показывал. Единственный нюанс, здесь немножко дороже, например, чем в той же Велигаме. И плюс они, кафешки все они, вот которые на берегу океана, они вам добавляют 10% к стоимости. То есть как за чаевые, принудительные такие чаевые. Итак, вот я серфил и вообще советую на Мерисе, если заниматься серфингом. Солнце в кадр, сорян. Вот островок на Мерисе. И вот там спот есть для серфинга. Доски там же рядышком можно взять. Там в чем плюс? Там это глубоко, далеко от берега. И там идет один спот, то есть где серф-поинт, как правильно, там исправьте меня. Короче говоря, там, где формируется волна, и можно уже пытаться вставать на доску. Одна точка, потом идет где-то вот так мне по плечи, там по шею, скалистое дно. Меня сначала не предупредили, я себе там ноги покоцал нормально. И потом после этого мелкого дна, так сказать, относительно, потом еще одна волна формируется и тоже до берега не близко. Вторая точка для серфа — это в конце пляжа, с обратной стороны. Но там уже близко скалы, близко берег. Доски можно в аренду брать чуть ли не везде. Есть вот водные мотоциклы, Wake. Я сейчас хочу парней примерно спросить, сколько это стоит вообще, потому что я вообще ничего не узнавал, самим интересного, ну, хочу покататься. Всегда хочу всего, не всегда успеваю, не всегда получается. Снорклинг можно брать, я сейчас покажу чуть позже. Hi guys. How much jet ski? 4,000 rupees. 4,000 rupees for 15 minutes. 50 minutes. 15 минут, 4,000 rupees, 4000. Wake? 4,500, 15 minutes. 4,500, 50 minutes. 4500 за 15 минут. Да, ну и лыжи есть, я думаю, что примерно цена плюс-минус одна и та же. И вейк. Ну, мне вейк нравится, но, блин,
Я летом в Киеве хожу не так часто, как хотелось бы, но какие-то азы есть, как-то что-то умею, но вот когда это живая вода, океан, там море, усложняет, короче говоря, процесс усложняет, и довольно-таки не просто новичкам кататься по воде, которая шевелится не так, как там на озере, на реке, где вы катались до этого, например. Снорклинг здесь не очень, но там, где возле островка, вот я говорил, для серфа, там есть большие черепахи. Ребята ныряли, плавали. Вот темные пятна в море — это косяки рыбы. Если видно, вон там, где собака плавает, за собакой сразу. Ага, вот таким макаром вас будут возить в Вейл, видите, в очень Мериса. То есть вы можете посмотреть с этой лодки на китов, полюбоваться. Мы узнавали в отеле, это стоит 10 тысяч рупий с человека. Вот, ну, я так понимаю, это вот на такой лодке, где много мест. Если вы хотите ехать небольшой группкой, отдельно лодку арендовать и какую-то быструю шуструю лодку, чтобы догнать этого кита и прыгнуть где-то рядом с ним поплавать, может поснимать его со стороны хотя бы, то это будет стоить $100 с человека. Это то, что мы узнавали, то, что по нашим данным пока вот такая информация актуальна. Сафари можно съездить. У нас пока все под вопросом. Будем, не будем, не знаю. У нас пока много людей, у каждого свои пожелания, поэтому вот так вот будем по факту дела все рассказывать, снимать. Можно брать трубки, ласты, маску, понырять. Но как я сказал, здесь снорклинг не особо, здесь скудненько все очень, но большие черепахи, прям вот там, где серф, можно прям найти огромных черепах. Но мы пока этого еще не делали. Слышал от ребят, которые там серфили вместе со мной. How much diving for one person? One person we have fun diving, reef diving, single dive. Yeah, single dive. 6,000 rupees. 6,000 rupees, 1 hour. Yeah. 1 hour. Окей. Kilometer hour dive. Ага. 3 километра, дайвинг-центр, и оттуда, я так понимаю, где-то ныряете. How much fishing? Fishing tour we have deep fishing and shallow water fishing tour. Yeah. We can arrange per person $100. $100 one person. Yeah. Ага. 3 часа длится рыбалка, и стоит она $100 for one person. Окей. Turtle watching. Total Yeah. It's there or not there? 3 kilometers. 3 километра, там же где-то вы отъезжаете. How much? Yeah, 3,000 per Three- person. 3,000. Price. 3000 на одного человека. Ага. And safari. How much safari? Yeah, 28,000 rupees. 28. Yeah, 28,000. Yeah, 28 half тысяч. day. Half day? Yeah. Ага. How many kilometers? We have to go maximum 70 kilometers. 70 kilometers. Yeah. Ага. It's all day. It's all day excursion. Yeah. Ага. Полный день экскурсия, 70 километров ехать. Ага. Ну вот сафари примерно, 28 тысяч, да, он сказал. Ну, на целый день экскурсия. Кому интересно посмотреть животных. Yala. Яла, Yeah. sorry. Яла, национальный парк Яла. Understand. You say about diving with well. Yeah. Ага, diving, how much? Yeah, $300 per person. 300, ага, 3 сотни, так. Yeah, because we have to go far away and Uh-huh. private boat with. Ага. Not only sea, dive. Dive, Dive, yeah. free dive. Use. Ага. То есть можно прыгнуть и понырять, посмотреть, вот то, о чем я говорил, на китов. Small boat. Ага, is small big. boat. It's Yeah. very speed in Yeah. small boat. Ага. Ну, скоростная маленькая лодка, о том, о чем я говорил, чтобы быстро догнать кита и рядышком с него прыгнуть, потому что он может там сделать там пару вздохов и быстро уйти на дно. Окей. Thank you. Have a nice day. Good luck. Thank you for information. Good luck. Have a nice day. Thank you. Ну, вот такая информация. Вкратце на память, как минимум, будем знать. Ну, примерно все это мы хотим, конечно же, на себе испытать, везде посетить эти экскурсии, везде скататься. Ну, как получится. Мы хотим скомпоновать те места, где мы еще не были, туда, куда удобно будет. Очень много времени тратить переезд между экскурсиями, между локациями, между городами. С аэропорта мы ехали почти 3 часа. Если ехать, например, там в Канди, на чайные плантации, на чайные фабрики, по серпантину, вы можете просто много часов ехать. Это очень трудозатратное, очень по времени затратное мероприятие. Имейте в виду, то есть вы не сможете набросать себе точек на острове и думаете, о, блин, примерно нормально. Но когда вы прокладываете маршрут по дорогам, эти дороги могут пролегать через горы, и это серпантин, и те, кого укачивают, тоже имейте в виду, потому что поукачивало нас один раз с ребятами, мы с Юлей и с Яном катались, всех 4 укачало, мы еще ели дуриан по дороге, и джетфрут, и это все подташнивало уже от этого запаха. Короче говоря, вот так вот. Расскажу еще 2 слова по поводу океана. Ну, вопрос с детьми, без детей, как купаться, какие волны.
Вот такие волны здесь каждый день. Мы здесь уже 4 дня. Каждый день вот такие волны. Это небольшая волна. Вот волны вот такие, на которых можно, ну, нам весело попрыгать, покататься, но серфить и для вот боди-серф доски брать очень опасно, потому что вы можете вылететь на берег, сломать доску, себе хребет. Вкратце вот так. Сейчас волна небольшая, я сейчас примерно поснимаю, покажу, какие еще могут быть волны. С детьми я чаще всего наблюдаю, когда их накрывает волна, дети пугаются. У нас такой же случай тоже был, поэтому люди, в принципе, вот если ты зашел в океан уже, там купаешься свободно. Заходить нужно осторожно, потому что большая волна может вас настигнуть, и песок в трусах неизбежен, поэтому вот так. Вот такой, в принципе, океан здесь каждый день, целый день. И я не видел существенной разницы, просто вот волна бывает больше накатывает, бывает меньше. Ну, собственно, информация по пляжу. Общее резюме по пляжу. Пляж офигенный, комфортный, и вечером можно погулять. Магазинов вокруг много, кафе, ресторанов, ну, всего подобного, каких-то маленьких кафешек в плане ротти, покушать и блинчики со всякими начинками. Если интересно, напишите, спросите в комментариях, я скину пару ссылок на прикольные кафешки, которые проверенные по качеству цены. Короче, по соотношению цена-качество, вот что хотел сказать. Классный пляж, ну реально, нам очень зашел, всем комфортно, таком на чиле, все знаете. Нету какого-то темпа, какой-то суеты, какого-то трэша, каких-то зазывал, каких-то продавцов. Все комфортно, все отдыхают с каким-то уважением взаимным друг к другу. Тени немного здесь, мы прячемся, видите, вот в таких тенечках небольших. Это уже сейчас часов 11, что ли. Вот там с утра вообще нет тени. А вот сейчас солнце выходит, и к 12 нужно уже уходить, иначе сгораем. Я уже, наверное, переборщил солнцем, поэтому убегаю. Все.